Как узнать свою орхидею? Именно тот цветок, который подходит индивидуально вам. Как прекрасна орхидея! Одна лучше другой. После праздников мы наблюдаем, как появился новый завоз орхидей в супермаркеты. Что это за орхидеи? Какой их вид? Стоит ли их приобретать для того, чтобы они вас потом радовали в вашем доме? В мире насчитывается более 30 тысяч видов орхидей. В магазинах Херсона мы можем увидеть те орхидеи, которые относятся к декоративно цветущим видам. Эти орхидеи довольно неприхотливые, и их с успехом можно держать в жилых помещениях, потому что они выдерживают микроклимат наших жилых помещений. Орхидеи относятся к многолетним растениям, травянистым, наземным и даже подземным. На экране вы видите орхидеи, которые к нам поступают из Голландии. Это травянистое красивое растение, цветущее, называется орхидея фаленопсис, так как она очень напоминает бабочку своими цветочками. В диком виде это растение встречается в Австралии, на Филиппинах, в Азии, юго-восточной части Азии, во влажных лесах, обычно произрастая на деревьях, а также на камнях. Заметим, что существует более 70 видов этих орхидей, и каждый подвид по-своему красив и интересен. Цветоводы уделили достаточно внимания их разведению, и поэтому те орхидеи, которые сейчас мы видим на полках магазинов, так привлекают наше внимание и интерес. Но род орхидеи намного шире, чем тот, который представлен сейчас в супермаркетах. Может быть, вам повезет увидеть орхидею башмачок. Этот род орхидей имеет очень много представителей. Все они отличаются не только по виду, но и по времени своего цветения. Выращивают их в помещениях прохладных. Температура, в зависимости от вида, разная, от умеренной до прохладной. Они любят влагу и свет. Очень хорошо поливать эти растения дождевой или снеговой водой. Хотя они любят свет, но их надо укрывать от прямых солнечных лучей. Ярким представителем является башмачок замечательный. Он начинает цвести в декабре и заканчивает цветение свое в феврале. Если вы отыщете этот вид в магазине, значит, вам повезло. Сейчас на прилавке я не заметила этот прекрасный цветок. И очень жаль. У него очень красивые цветы, и цветок цветет 2–2,5 месяца. Существует еще одна орхидея, которая называется башмачок. Башмачок файера, тоже родом из Индии. Эта орхидея цветет всего лишь 3–4 недели. Ее цветение происходит в ноябре. Многие цветоводы считают, что лучше приобретать орхидею башмачок гибридный. Он очень удобен для применения его в домашней обстановке, потому что он не требует достаточно сильного ухода. Его очень легко можно размножать. Каждый вид орхидей имеет особенности относительно той земли, в которой он вырастает. Обычно орхидея растет на коре дерева или готовит специальную смесь. Например, смесь, которая содержит 2 части глинисто-дерновой, 2 части лиственной, 2 части перегнойной земли и 1 часть крупнозернистого песка. Это растение также любит расти в земле, которая состоит из глины и дерновой земли, из мха, торфа и песка. Эти компоненты берутся в отношении 2 к 2, к 1 и к 1, а также добавляется древесный уголь.
Для посадки берется низкий широкий горшок, и в него кладется высокий дренаж, 1/3 горшка, а затем насыпается земляная смесь. На поверхность земли укладывается мох, который приживается и живет одновременно с растением, что благоприятно сказывается на росте и развитии орхидеи. В зависимости от вида орхидей, горшок, в котором они растут, может быть немножко выше и немножко уже. Орхидеи и ее корни не требуют большого простора в земле. Родиной орхидей могут быть самые разные страны, и разные виды этого многочисленного рода поражают нас своим разнообразием и красотой. Поэтому мы не можем ограничиться только супермаркетами, чтобы купить себе чудесную орхидею. Некоторые виды орхидей приходится выписывать из интернета. Например, орхидею цимбидиум мы не можем найти здесь на полках этого супермаркета. Орхидея цимбидиум относится к наиболее дорогим изящным растениям для среза и для выращивания в горшках во многих странах мира. Цимбидиум цветет крупными цветами. Это многолетнее растение с линейными, острыми или тупыми листьями. Цветы крупные, окрашенные в пастельные, неяркие тона. Этот род орхидей требует специальной температуры. Орхидеи этого рода требуют зимой температуру 10-13 градусов Цельсия. В то же время они очень любят свет. Те орхидеи, которые цветут в ноябре и январе, приходится с конца сентября ежедневно досвечивать с 6 до 20 часов специальными лампами. Проблемной также является пересадка цимбидиума, потому что у него нежные мясистые корни, и они повреждаются при пересадке и затем очень долго регенерируются, восстанавливаются. Чтобы растения быстрее зацвели, корни в горшках должны находиться в сжатом состоянии. И если растение растет в большом горшке, тогда у него не развивается цветение, потому что сильно растут корни. Эти орхидеи не рекомендуется часто пересаживать. Они могут находиться в горшке и расти в течение 3 лет. Пересадку делают только в том случае, если есть какая-то проблема с землей, то есть она перегнила, сильно уплотнилась или сильно разрослись корни. Надо помнить, что ранняя пересадка растения задерживает его рост. Цветы орхидеи на нас влияют очень положительно, как на наше здоровье, так и на общее самочувствие, на психическое состояние. Это было замечено еще древними китайцами, а затем доказано учеными. Аромат некоторых видов орхидей завораживает, так же само, как и цветовая гамма, оттенки, которые они имеют, и их форма и разновидность. Красоту и нежность несут орхидеи в наш мир. Жаль, что не все из них могут находиться у нас в квартирах, хотя их сотни тысяч разновидностей, но не каждая разновидность может выращиваться в комнатных условиях. Для продажи в магазинах отбирают те сорта орхидей, которые не вредят здоровью человека, а наоборот, некоторые из них могут даже быть лечебными. Они могут успокаивать, они могут также упорядочивать наши мысли, они могут снабжать нас силой и энергией. Некоторые разновидности диких орхидей действительно могут быть опасными для человека. Прежде чем заводить
у себя в комнате, в доме орхидею, надо убедиться, что вы приобрели именно то растение, которое является неопасным, потому что все-таки существуют, хотя и редкие, но виды действительно ядовитых орхидей. Подходите осмотрительно к выбору этих красивых растений. Выбирайте то растение, которое является не только красивым, но удобным для выращивания и является благоприятным для вашего эмоционального и психологического фона в вашей квартире, для вашего здоровья.